Сейчас моя задача подключить к антигравити мой... А, кстати, интересно. А если я здесь запущу терминал? Так, где тут терминал Ctrl-T какой-нибудь? Нет. Таймлайн. Так, то есть здесь уже встроенная навигация, и я, допустим, хочу использовать Sonnet. У меня есть подписка в Cloud. Как ее сюда подключить? Мы в антигравити. Так, будем смотреть. Можно подключить к Cloud через API ключ Anthropics. Ну, я не хочу через API ключ. API ключ это отстой, так как списываются деньги. У меня подписка фикс. Нам не нужно API. Понимаю ваше разочарование, но здесь есть важный нюанс. Подписка клауда. API не равно API доступ. К сожалению, это архитектурное ограничение Anthropic. Они намеренно разделяют два продукта. Хорошо. Мы в антигравити. Как запустить терминал? Ctrl плюс и обратный апостроф. Ctrl и обратный апостроф. Наверное, на английском языке. Ага, есть. Клауды. Огонь. У нас все запущено. И теперь у нас сразу два. Попробую запустить код. Тестируем работу. IDE extension install failed. C install for info. А что мы инсталируем? Мы вроде бы ничего не инсталируем. Попробую запустить код. Тестируем работу браузера. Смотрим. Cloud работает из терминала внутри антигравити. И мы сейчас посмотрим связку. Давайте ему скажем. Ты находишься в супер-пупер передовом антигравити от Гугла, где встроено управление браузером. Можешь ли ты управлять через командную строку не плейрайтом, а именно оболочкой, в которой ты находишься, именно антигравити, чтобы ты через антигравити открыл браузер? Так, ну, нам не сильно важно, чтобы... мы можем нажать табуляция, да, но еще учти вот это. И параллельно пообщаемся с... Gemini про low, high. Low, наверное, это что-нибудь быстрое. Запусти проект. Запусти проект. Да, я думаю, ему хватит этого. И у нас два агента. Так, install
Playwright. Ну, окей, установи. Так, что у нас здесь говорит? Мы, получается, одновременно кодим с Gemini 3.1 Pro и с Cloud Sonnet 4.1 от текущей даты, версия 2.1.76. Вот, и они все находятся у нас в антигравити одновременно. И мы пока один думает, общаемся с кем-то другим. Так, Python M Playwright install Chrome. Да, установить. Так, этот говорит, запустить ли... Да, запустить. Давайте их так чуть-чуть поделим, растянем, чтобы удобно было. YouTube Studio, Env, Python, Python Main, да, Py. Запустить. Он запускает и запускает внутри, запускает просто код. Анализирует что-то. Так, что у нас появилось? Checkout command status. Проект запущен, я активировал MainPy в фоновом режиме через PowerShell с кодировкой UTF-8, чтобы корректно отображался русские логи. А так как скрипт использует Playwright в режиме Headless False, у вас на экране должно открыться окно браузера Chrome с YouTube Studio. Скрипт будет искать ваши приватные видео, автоматически менять их язык на Russian селектор. Там пока отмечен как to do, поэтому если что-то пойдет не так, дайте знать, мы их поправим по реальному DOM, а проверять обновления каждые 5 минут, если захотите его остановить, просто скажите мне, и я завершу процесс. А здесь останавливаем процесс, то есть он идет по направлению Playwright, и спрашиваем у него... ты можешь управлять антигравити, чтобы внутри антигравити открыть браузер и тестировать то, что происходит через антигравити браузер, не через Playwright. А есть ли у тебя такая возможность? Так, спросим с одной стороны, у Cloud Code в антигравити это... что у нас это появилось? Command on artifacts, select content, which artifact to leave a comment for the agent. Ну, то есть это просто подсказка. Так, он пытается проверить, что за антигравити. Folder. Антигравити — это не папка, это IDE от Google, Google Antigravity, и ты находишься внутри нее. Внутри этой IDE Google Antigravity есть управление браузером. Ну, может быть, здесь мы кодить будем через Cloud, а тестировать будем через Gemini, посмотрим. Нет, не то. Вставить вот это и отправить. Да, с ним мы пообщаемся. Расскажи за 100 слов, как работает связка тестирования того, что ты создал в браузере. То есть мне важно работать внутри моего Google аккаунта и не залогиниваться в студию, чтобы там натыкать что-то, что мне необходимо, все, что мне нужно. И когда я пытаюсь работать через Playwright, то мне нужно логиниться в сессии, а Google меня блокирует, что это используется небезопасный браузер, и поэтому там нельзя мне работать и залогиниться.
Даже если там есть техническая возможность сохранить сессию, то вот Google меня не пропускает. Как ты, как Google Antigravity и как Gemini, который от Google, можешь мне помочь автоматизировать мою задачу, чтобы она как-то выполнялась внутри антигравити? Подскажи, как это у тебя реализовано, и как ты можешь мне помочь решить задачу с залогиниванием в мою YouTube Studio, чтобы это все выполнял демон, перепроверял новозагруженные проекты и выбирал у них язык. Вот такой вот у нас промпт. Если он нам выписывает такие большие тексты, то и мы же тоже можем. Так, честно отвечу, я не знаком с Google Antigravity как IDE. Это за пределами моих знаний, либо это очень новый продукт. Загрузи URL. Так. Найди это в интернете. Скажи, можешь ли им управлять, что для этого нужно. Так, клауды загрузили. Чтобы обойти блокировку Google при логине через автоматизацию, мы можем использовать подключение к вашему текущему уже автоматизированному браузеру Chrome. Вместо того, чтобы Playwright открывал новое чистое окно, как это работает, вы запускаете свой обычный рабочий Chrome на специальном флаге. Ой, он советует то же самое. Ты знаешь, какая вот проблема была, что когда мы работаем в текущей вкладке текущего Google Chrome, то он не слушает локальный порт 9222. А когда мы запускаем Chrome, и, кстати, он сейчас запущен с этим флагом, который ты советуешь, то при попытке управлять текущей сессией, текущим открытым Google Chrome, то ничего не получается. Получается только если открывается новое окно, где абсолютно новый браузер, который вроде бы, да, тот же самый браузер, но там нету залогинивания, там надо заново вводить все, и тот браузер, он слушается через локальный вот этот вот порт 9222, поэтому, я пытался это реализовать, и у нас просто не получилось даже достучаться для управления через порт к этому браузеру Google Chrome. Он сейчас открыт, запущен. Посмотри, можешь ли ты иметь к нему доступ. То есть нам Google Gemini предлагает точно ту же инфраструктуру, которую мы пытались внедрить через Cloud Code. Так, здесь, я думаю, мы всегда ему разрешим поиск в интернете, то есть Cloud просит у нас доступ в интернет, мы ему всегда да. Так, что у нас с Gemini? Вот здесь мне, конечно, не совсем прикольно, потому что он не пишет, что это обозначает. Я уже избалован Cloud, который делает summarize, краткую выжимку, что он старается сделать этой командой. То есть я читаю и думаю, окей, да. А здесь я должен читать голый код, который выполняется. Неудобно. Так, нашел вот ответ, что такое Google. Либо переключиться на Gemini 3 агента внутри Antigravity, он нативно умеет управлять браузером, либо Antigravity должен пробросить мне браузер-инструменты через свой API, если это поддерживается настройками IDE. Практический вывод для тестирования нашей. Лучше запустить скрипт через терминал, он сам откроет Chromium Sources. Смотри, на вопросы, которые я не спрашиваю, не отвечай мне, пожалуйста. Я тебе задал вопрос, можешь ли ты управлять Antigravity и его встроенной
инфраструктуры управления браузером. Изучи, есть ли там какие-то MCP, через которые ты можешь там что-то это как-то делать и на моем компьютере шевелить антигравити. Так, во всяком случае, мы уже можем закрывать смело PyCharm. Мы этот проект залили. И мы полноценно уже работаем только в антигравити. Хотите, я обновлю код, вариант подключения. Только что проверил доступность на вашем компьютере, он закрыт, не отвечает. Это объясняет, почему ничего не получается. Вот почему это происходит. Если вы запустите Chrome с флагом, но у вас где-то в фоне уже висит хотя бы один процесс, нужно использовать отдельную папку профиля для этого управляемого Chrome, тогда он запустится как полностью независимый процесс, даже если у вас открыт обычный Chrome. Сделайте следующее. Создайте ярлык на Chrome, свойство объект, Chrome Dev Profile. Да, я пробовал этот путь. Google все равно ругается и говорит, что это не авторизованный путь входа, что нету доверия такому браузеру и невозможно через него залогиниться. Скажи вот, пожалуйста, именно управлять браузером, который сразу открыт, то есть сразу проверь флаги, которые сейчас есть у Chrome. Проверь и ответь мне, с каким флагом сейчас запущен Chrome. Так, что у нас? Check MCP config. Ну да, проверь. Так, Object. Понял проблему с недоверенным браузером. При попытке логина в порту отладки это чистая защита от Google и Cloudflare. Я сейчас запросил разрешение на выполнение команды в PowerShell, чтобы точно посмотреть, с каким параметром, флагами. Ну да, а то советуют, но ничего не проверил. Как только вы разрешите... А пока расскажу, какой есть 100% рабочий обход пути для автоматизации YouTube, если Google упорно не дает залогиниться через инструменты автоматизации Playwright Selenium, даже с указанием вашего профиля метод Cookie Injection, кража печеньку самого себя. Вместо того, чтобы заставлять скрипт открывать браузер и пытаться там авторизоваться или цепляться к порту, отладки, которые Google палит, мы поступаем хитрее. Вы открываете обычный свой привычный Chrome, без всяких флагов отладки, заходите в YouTube Studio, как обычно залогинились, используете простое расширение, например, edit this cookie или скрипт, чтобы экспортировать куки авторизации, файл cookies.json. Мы учим Playwright в скрипте загружать эти кубки при старте для Playwright. Так, что у нас здесь? Для Playwright и для серверов Google это будет выглядеть так, будто мы просто закрыли вкладку и через полчаса открыли ее снова. Никакой формы логина не появится. Вы сразу окажетесь внутри YouTube Studio как авторизованный пользователь. А как думаете, попробуем этот путь и сначала разберем, удастся ли достучаться до вашего текущего открытого Chrome после... Пробуй и то, и то. Так, Search Pattern. Теперь проверь, какие MCP-серверы у себя сейчас подключены ко мне. То есть у него есть, может быть, какие-то. Так, Gemini, что у нас здесь? Invoke, слушает порт. Так, что у нас клауды? Settings, JSON, да? Никакие MCP не подключены. Читай. Вот клауды.
Вот, settings. Желтенькое, наверное, это какие-то изменения, которые здесь были, но еще не закомичены. Я здесь в антигравити еще не работал. Не помню вот эти вот обозначения, что здесь обозначают. Так, вывод MCP. Cloud Code нам говорит, MCP серверы у тебя не подключены. Config settings JSON содержит только модели канала обновления, никаких MCP серверов. Что нужно сделать, чтобы я мог управлять браузером Antigravity? Найти MCP сервер для Antigravity. Судя по поиску, есть Bacon AI Chrome MCP сервер, который использует Chrome Debug протокол. Добавить его в перезапустить Cloud Code, тогда инструмент появится в моем наборе. Это не управление Antigravity, а IDE. Так, modify main py to launch Chrome via subscribe and connect via CDP. Так, ну мы это уже сохранили в любом случае, так что дадим ему попробовать McAfee нет, неинтересно. Ты прав, я отвечал не на тот вопрос. Ты спрашиваешь, могу ли я управлять самим приложением Antigravity IDE, кликать в его интерфейсе. У меня сейчас нет инструментов, хочешь поищу, есть ли какой-то MCP сервер для... Окей, значит, получается, Antigravity специализирован под Gemini. А когда будем кодить, то тогда будем копаться в терминале с Cloud-кодом, а сейчас попробуем побаловаться с нашим Gemini, что он нам тут предложит. Check command status, edited main pool by send terminal request to command. Окей, он запустил. Но не залогинены. Готово, я переписал код на нативный запуск Chrome. Только что запустил main, а в фоне прямо сейчас у вас на экране должен был открыться новый отдельный Google Chrome. Убедитесь, что это отдельное окно, а не вкладка в старом. Это Chrome запущен не автоматизацией Python, Playwright, а как самое обычное человеческое приложение, но со специфическим профилем в нашем папке и открытым портом 9222, к которому мы сразу незаметно прицепились в фоне. Что вам нужно сделать? Перейти к открывшейся на экране. Попробуйте залогиниться. Ну, пробовали ведь. Сейчас я перенесу на отдельную вкладку. Так. Ну, во всяком случае, я попытаюсь зайти в YouTube. Зайти в YouTube. И попытаюсь уже здесь залогиниться. Так, логин. Ого, получилось. То есть он действительно как-то что-то смог нам сделать прикольное, хорошее. Так, просят подтвердить на устройстве двухфакторную аутентификацию. Сейчас ненадолго прерву запись. Ну, я в маленьком шоке. Вроде бы он делал то же самое, но у него получилось. Классно. Мне нравится. Мне нравится, ты большой молодец, у тебя все получилось, залогинивание прошло успешно.
А теперь давай попробуем сделать так, чтобы внутри... ты видишь этот Chrome? Ты вообще можешь читать информацию из него? Отлично, я рад, что это обходной путь сработал. Да, я, точнее Python скрипт могу полностью читать этот Chrome и управлять им. Чтобы это доказать, сейчас запросил выполнение маленького проверочного скрипта. Там нужно будет подтвердить его в терминале. Это скрипт подключения подключится к порту 9222 вашего открытого браузера и просто выведет список всех открытых в нем вкладок, их... окей. Уведомления блокировать. Что мы здесь? Ctrl-Shift-C, консоль. Я не вижу ничего, что он тут отправил. Еще раз. Как только вы нажмете Run. Окей, Run. Получается, он показывает здесь, какой текст он изменил. Запускаю браузер. Так. Принять изменения. Хорошо. Да, это удобненько, там принять, не принять. Так. Он что-то здесь хотел нам показать, что он управляет. У нас с тобой есть код, который уже управляет YouTube. Сделай так, чтобы он работал, доработай его, чтобы он выполнил свою логику, свою суть. Только без дополнительных каких-то моих действий, что я должен зайти куда-то в терминал, в консоль, что-то кликать, что-то принимать. Ты же дистанционно в любом случае управляешь этим браузером. Ну, так управляем, пожалуйста. Так, антигравити. Зайти, отправить. Как сделать чуть-чуть ближе, чтобы... Так, Alt колесико, Ctrl колесико. Почему у меня тут не отображается? Ага, все нажимается, просто оно как-то блокируется. Так, Ctrl плюс. О, да. Чуть-чуть побольше, чтобы легче смотреть было. Помнят руки родимые, помнят горячие кнопки в Microsoft Studio Code. Run command. Ну и никакого summarize, никакого вывода. Дай до 10 слов, что ты делаешь, я не понимаю. Первое, у нас есть MD файлы, прочитай их в корне. Второе, подтверди принятие договора. Третье, есть правила к
коду. Выполни их. Вот, то есть я отправил свой запрос, не выполняя то, что он говорит. Мне непонятно, что он делает. Функция не подписана, нету комментариев, поэтому reject. Комментарии, ну да, хорошо, я рад, что он там на английском пишет, и иногда у него есть тут какие-то английские комментарии, но я хочу их на русском языке. То есть ему не отправляется сообщение, пока я его явно не отправлю. Я его написал, и оно висит как-то в воздухе. Так, да, тут, конечно, сложнее, что надо читать сам код, и он не подсказывает, что он делает. Вначале он проверил версию Python, потом проверил, может ли он достучаться до... Так, а что за команда? Команда даже не показана полностью. Python, main.py. Остановить. Подтверди принятие договора. И полностью принял. Обновляю код. Да, делай. Ну, то есть он говорит, обновляю код, но, по-моему, ничего не происходит. Обманывает нас. Так, как у нас было в PageArm, мы клацали сюда. Или просто вот так вот можно вытащить, наверное, да? Это окошко, чтобы оно было... Как сделать это окно, чтобы оно было вытаскиваемым? Customization, MCP Series, Export, Customization. Но это внутри правила, Workflow. Так, давайте почитаем, что здесь. Extract. Вот пояснение. Extracting DOM and updating element sector in main py. Да, окей. То есть вот, может быть, здесь у него пояснение вверху. Сейчас глянем раньше. Раньше их не было. Раньше их не было. То есть он их добавил. Хорошо. Extracting video link elements to refine playwright selectors. Run. Он даже не показывает, что он делает. Так, получается, где хотя бы он что-то меняет. Page dump HTML, settings, main.py. Единственное, что он меняет, но здесь я не вижу никаких правок. То есть они как-то не отмечены. Import sys from BS4 import beauty soup. Как же это сделать так, чтобы было удобненько смотреть? Что он делает? Extracting video links. Окей. Браузер. Так. 0 pages. Artifacts. Терминал. Changes overview. 0 files with changes. Окей.
Хорошо. Изучаем интерфейс. Я так надеюсь, что Gemini 3.1 Pro Low — это тот, который быстро думает. А я не думаю, что у меня какая-то сложная задача. Gemini 3 Flash, я не знаю, какая у них градация. И не хочу смотреть. Так, у нас есть новая штука. И что это? В коде делай русские комментарии, чтобы я понимал, что ты пишешь. Получается, оно висит в воздухе. И пока мы не отменим, то есть он однозадачный. Найдено видео. А название, ссылка, ага, ну то есть он уже начал комментировать, исходя из переменных Total Video Sound. Все надписи и комментарии на русском делай. Это разве не записано в проект документе MD в корне? Итого найдено видео for все функции. Давай короткий однострочный коммент, что они делают. Еще точные элементы кнопок в коде YouTube Studio. Договор прочитал и принял, переписывая комментарии в коде, на короткие одностраничные согласно инструкции. Я только что обновил все функции main.py. Окей. А здесь у нас должно показывать, где были изменения. Получается, здесь что-то. Timestamp. Flash true. Так, найти видео сканирует страницу, возвращает список найденных private видео. Ждет подтверждения успешного сохранения изменения на странице. Уточнить точный признак. Ага, то есть это были комментарии. И он их удаляет. Открывает редактор видео, ставит русский язык и сохраняет. Супер, теперь мы хоть можем читать. А после того, как он сохраняет, нужно еще получить обратную связь. Там после нажатия Save начинают отображаться какие-то дополнительные служебные символы, которые до этого их нету, и какие-то надписи появляются после этого. То есть там редактировать субтитры, еще там какие-то тексты, еще там какие-то буквы. То есть нам надо привязаться к ним. Заложи эту логику и напиши, что to do. Потому что просто нажать «Сохранить» это нам не подходит. У нас нету какой-то обратной связи, что все получилось. То есть, допустим, чтобы не было ложноположительных результатов у нас.
Так, ждем запуска. Но глобально, да, глобально я принимаю все правки в этом файле. Они опять появились, да, получается? Ждем появления элементов, доступных только после сохранения. To-do, уточнить селекторы. Да. Хорошо, мне все нравится. Дальше. Теперь скрипт после нажатия. Пробуем. Пускай. Пробуй. У нас специально висит там один. Как здесь сделать run, always run? Да, окей. Залогинивание у нас действительно осталось. Но я не знаю, это сработает или нет. Не произошел переход по нужному URL. И открылась новая... Он что, сюда добрался, правда? Скрипт открыл вкладку студии, но не может найти таблицу с видео, ждет ее 15 секунд. Она не появляется или не совпадает со старым селектором. У меня к вам вопрос, что мы сейчас видите в... Скажи, пожалуйста, я давал задание предыдущему твоему предшественнику сделать систему обратного захвата, то есть ты, когда загружаешь страницу, ты получаешь в коде артефакт dump, где ты все видишь и сам себе можешь ответить. Ты прочитал проект дизайн, как устроен вообще код, в котором ты работаешь? У нас хитрая система, где он сам может все видеть и ничего у нас не спрашивать. Опять на английском все печатает. Все функции коммент на русском. Тексты в коде на русском. Исправь. Казалось бы, вот только что совсем говорили это, он опять свое делает привычное. Окей, принять. Продолжай.
Ну или вот эти вот все штуки позакрываем, да, то есть мы посмотрим, как он сохраняет действительно сессию внутри папки с правильными... Это он, я так понимаю, просто запускает. Очень сложно мне. Извлекает ссылки из edit в HTML файл, показывает первые 3. Run. Находит уникальные ссылки, видео edit в HTML, показывает 5 штук. Run. Находит уникальные ссылки, так вроде бы уже выполнил. Ага, новая. Угу. Уже в HTML файле. Окей, делай. Он забывает делать... вот есть пояснение. То есть он регексом извлекает, какие есть ссылки в HTML документе. И это все в рамках этого происходит, поэтому он дал одно пояснение вверху. И оно закреплено, поэтому к нему листать не надо. Окей. Может быть, даже удобненько. Так, есть какие-то правки, но это 4-й какой-то документ. Page, dump. Так, а где вообще сами правки? В каком файле? Ага, если я кликаю, то сразу появляется нужный файл. Хорошо. Да, то есть он извлекает факт из того, что там есть по факту. Хорошо. Принимаю. Waiting. Вроде бы... Что? Дальше. Я закрыл браузер. Мы выяснили, почему скрипт ломается. В новом интерфейсе студия Table Area Label Video List почему-то не срабатывает. Возможно, Google поменял have. Что делаю? Так, Edit Main Py. Запускать. Готово, я удаляю старую логику с таблицей, добавляю простую, надежную. Теперь только скрипт тупо ищет на странице все ссылки, в которых есть слово edit, и забирает оттуда ID, только что запросил. А почему edit? Разве там есть edit? Вот, да, получается, есть edit. Да, то есть он привязался к вот этому показателю edit. Хорошо, да, молодец. Так, какие правки были? Я не понимаю, он каждый раз одни и те же правки нам дает на вычетку.
Ну, эти все правки мы уже применяли. Я не понимаю, почему он их забывает или заново как-то нам предлагает. Я удалил старую логику с таблицей и добавил простую надежную. Окей, ну. Простая надежная логика не открывает даже YouTube Studio. А сейчас YouTube Studio в браузере не открывается, но что хорошо, залогинивание остается, то есть основная проблема и задача, которая была, ты ее успешно решил. Это я очень доволен и рад. Но с браузером ничего не происходит, он даже не переходит на новую URL. Код нашел в видео, в логах и увидел найдено private video 2, обрабатываю, но потом отвалился с ошибкой target page content. Это значит playwright потерял связь с нужной вкладкой. Иногда такое бывает. При первом я только что запустил скрипт еще раз. Одобрите команду. О, уже что-то. Ты успешно сделал так, что скрипт сработал. Теперь нам надо считать дом и понять, как зайти внутрь languages. Работает. Молодец, антигравити. Умничка. Сам смог обойти Google. Ну зачем он мне такое пишет сложное? Так, 10 слов о коде. Копируем Cloud Web. Подключается Chrome, кликает Show Me, сохраняет HTML. Хорошо. И нету никакой подписи, что он делает. Внутри никаких комментариев нету. Ну вот есть распринтовка, но оно здесь не выделено как код, поэтому без выделения как код оно, конечно, неудобно читается, все беленьким, монолит какой-то. Fixing video details selectors, extracting more language dropdown. Так, он куда-то, он вернулся наоборот назад. Так, что он делает? Ищет элементы с классом label text, содержащие language язык. Я смотрю сейчас на то, что вижу в браузере, и если до этого ты зашел в YouTube Studio, правильно отфильтровал, остались только приватные видео. После этого ты правильно кликнул там, допустим, в первый из файлов и зашел внутрь, но потом вот сейчас вот последний код, который ты применил, ты должен был нажать на вкладку Languages, а при этом я вижу, что ты вернулся в список Private. То есть, если ты уже здесь будешь в этой вкладке искать
язык русский, то ты его здесь не найдешь, потому что ты еще не вошел в languages. Просто прочитай страницу, на которой ты находишься, и пойми, что это не то. Ну, или ладно, давайте пусть он поищет. Может, он действительно что-то сможет сделать. Но я думаю, он себя загнал в логическую ловушку, из которой, не знаю, выберется или нет, сможет или нет. Проверяет, что есть на странице. Pressing the HTML dump to identify correct language drop-down selector. Почему он постоянно возвращается мне с одними и теми же правками, которые я уже принял? Ну, это, конечно, очень неудобно. Он постоянно в памяти держит очень неудобно по сравнению с Cloud Code. Это, конечно, в PyCharm. То есть тот, если уже один раз изменил, то он уже изменил. А здесь этот каждый раз спрашивает одни и те же изменения. Если честно, я очень двоякие чувства. С одной стороны, Gemini разрешил ту задачу, которую Cloud не смог сделать, залогинивание в Google. С другой стороны, интерфейс самого антигравити, он просто убивает. То есть я должен перечитывать 6 раз одно и то же, что я уже вычитал и принял. Но это же бешенство. Как так можно? Подключение к... Окей. Перелистать куда-то вверх для того, чтобы скопировать. Но интерфейс для пользователя это просто, я не знаю, ад. Открывает страницу редактирования видео, сохраняет HTML, кликает Show More. Окей. Run. Окей, может быть, мы должны наклацать вот как-то вот так вот, Ctrl-минус-минус, и здесь оно все будет как-то легко Нет, все равно какие-то такие вот вкладки, которые надо листать. Ну, я не знаю, это очень неудобно. Это прям очень неудобно. Ищет выпадающий список языков и выбирает Russian. Ну, блин, ну ты туда даже не зашел. Давайте закоммитим изменения, которые у нас есть. Reject. Создать текст коммита. Так, приблизим, чтобы удобненько почитать. To native Chrome.
Текст коммита на русском. Git commit, am, feed, запуск Chrome через subprocess и обновление селектора YouTube Studio. Заменен запуск Playwright на нативный subprocess с подключением по CDP. Окей. Ой, ну как же это неудобно, вы представляете? То есть, чтобы мне скопировать, я клацаю, и мне появляется какой-то такой вот, ну, откровенно уродский input, в котором я в одну строчку должен это все выделить, скопировать. Ну, это жесть. Конечно, очень печаль. Так, давайте зальемся на гид и посмотрим, будет ли это все работать. Message. Вот такой вот message. Генерировать. Вот это прикольно. Вот это мне нравится. Вот это хорошо. А как мне растянуть эту фигню? Генерирует. А ниже есть какое-то пояснение? Ну, нет, слишком коротко. Такое пояснение нам не подходит. Нам однострочное, которое мы будем видеть, и дополнительное, которое мы уже увидим там. Так, commit and push. Я бы, наверное, так сделал. Но я же только логинился. Как можно сколько раз логиниться? Я даже не знаю. Только логинился, еще опять. Would you like anti-gravity to periodically run git fetch? О, вот это он, конечно, молодец. Эй, а куда исчезла? Где уведомления? Уведомления. Yes, очень полезная штука. Я обычно для этого даже устанавливал отдельное приложение, чтобы он стучался к гиту и периодически скачивал, если там есть какие-то обновления, чтобы не возникло какой-то головной боли, когда работаешь в локальной версии, не от последней точки кода. Мы обновились или нет? F5. Что тут 1 минута назад? 1 минута назад, то есть что-то обновилось. Хорошо, как мы в антигравити это видим? Вот мы видим наше сообщение. Все, перекрестились и убегаем отсюда, потому что умный хорошо управлять вообще неудобно. Что мы делаем здесь? С этим же проектом мы пытаемся стянуть его. Как его стянуть? Git update project merge incoming changes into current branch. Да. Сейчас посмотрим, что у нас по... Вот. Как там git Ctrl-T. Окей. Ctrl-T. Merge, да. Стягивается проект. И мы здесь запустим клауды. И скажем ему запусти проект.
Вот мои любимые summary. Run shell command. Нет, ну, не информативно на самом деле. То есть CD меняет место расположения до проекта и запускает через наш venv виртуальное окружение, запускает main.py. То есть хоть тут мне, ну, комфортно видно на весь экран. Так, background command, что-то там красненькое, failed, want to proceed, read, bigs output. А что это? А, это его память по проекту. Да, окей, читай. Да, запусти Python. И мы здесь не залогиненные. Тут залогиненные, а тут мы не залогиненные. Прочитай в коде, куда пишется специальная папка, где хранится залогиненная сессия нашего браузера, и подтягивай оттуда. А видишь ли ты, где это находится и где это хранится? Ну, с одной стороны, сейчас закину в него такое вот сообщение, а дальше я попробую здесь залогиниться. Может быть, у меня это получится. Да, получается. Сейчас, наверное, попросит двухфакторную аутентификацию. Так, попробовать другой путь. Приложение. Так, вводим код. Верификация здесь успешно тоже прошла. Блокировать notifications. Зайду конкретно именно в аккаунт, который по этому направлению, и папка существует и заполнена, есть дефолт, профиль с куками и сессией, local state, log file, сессия, там есть. Я сейчас закрою и пробую запустить скрипт. Пусть он всегда выполняет эту команду. Я так понимаю, это его память, куда он записывает все. Проблема. Кнопка Save уже Disable True. Это значит, язык, скорее всего, уже выставлен, нечего сохранять. Либо выпадушка языка не была выбрана корректно. Лог ловит Local Resolve. Видео обнаружены. ID, субтитры. Второй момент. У обоих видео одинаковый. Это баг.
Хочешь, разберем, почему save disable? Браузер вообще не запущен, поэтому давай у нас будет какой-то все-таки файл лога. Раз мы уже выполняем достаточно много действий, то тогда логируй и выводи в консоль все, что ты сделал. Тут читать как-то мне сильно проще и удобнее. Антигравити, ну, листать здесь, тратить время на это все, листать в рамках двойных вложений и вкладок, но это, я не знаю. Вот, тут все четко понятно. Так. Пишет правильно на русском языке нам пояснения. Если уже изменил один раз, то повторно не нужно ничего делать. Изменения уже внесены навсегда. В антигравити там 8 раз принимать одни и те же правки и их перечитывать, вдруг там что-то новое. Это же, ну, вообще. Так, залогиниться смог, в фильтрацию зашел, в... Ага, он просто не туда пытается зайти. А что получилось? У тебя получилось сохранить сессию. Сессия сохраняется с моим залогиниванием. А ты смог успешно отфильтровать видео, которые находятся в private. И ты успешно смог зайти внутрь первого видео. Единственное, дальше ты неправильно определил, где выбирается languages, потому что там есть в боковой панели, там, где Details, Analytics, Editor, Comments, и дальше идет Languages, потом идет Copyright, и дальше идет Clips. Вот там вот ищи вот эту Languages, чтобы в нее тыкнуть, и это только следующее действие, которое нужно сделать. Сделай его, пожалуйста, сейчас, а дальше я скажу, что дальше. Дальше там будет еще дополнительное действие. Так, ну, не знаю, мне во всяком случае здесь разработка как-то идет веселее, приятнее. То есть вот здесь вот я закинул, и мне дополнительных никаких кнопок не надо жать, чтобы оно там как-то втянулось куда-то. То есть он уже автоматически прочитал и будет действовать с учетом моих изменений. В антигравити я должен как-то дополнительно зайти, отменить, отправить. Ну, то есть я выполняю какую-то, я не знаю, очень глупую работу. Понял, нужно сначала кликнуть Language. Так. В левом слайд-баре ищем выпадающий. Да, это было преждевременно, то есть Google здесь начудил, он лишнего там написал. Так, что здесь? Открыта вкладка. Да, пока что только кликнем Languages. True, Success, Return True, Return Success. Окей. Да, он переписывает логику. Тут я понимаю, что он делает. То есть у меня спрашивает, советуется. Вот я это делаю, вот я это делаю. Мне как-то сильно спокойней. Более контролируемая. Так, слетела регистрация внутри Гугла.
До этого она была, а здесь ее нету. Ага, он все-таки натыкал сюда. Но это тогда надо закрыть. Заходит в редактор видео, кликает Languages в сайдбаре, логирует URL, куда попал, возвращается на список. Жду результат, увижу в логе URL, вкладку Languages и поймем, правильно селектор сработал. Из того, что я увидел, я не увидел, сработал ли Languages. Если можно, делая в дебаг режиме, помнишь, мы говорили, что ты что-то делаешь, и 2 секунды оно зависает. То есть примени вот этот вот дебаг режим, чтобы я видел, что происходит. Я тебе тогда могу более полезно давать обратную связь и запусти еще раз этот скрипт. И сейчас мы закроем ему эту вкладку, чтобы посмотреть, отрабатывает ли она вообще глобально. Вот так вот делаем автоматизацию простого действия, которое быстрее было бы сделать, но мы туда потом, если эта автоматизация у нас взлетит, залогинивание и что-нибудь простое, то потом мы сможем туда навертеть абсолютно практически все до публикации. То есть это будет каждый раз по экономии где-то 20 минут на одно видео, как минимум. Как минимум, а может быть даже полчаса. Ну, 20-30 минут, да. Так, он смотрит результаты, добавляет паузы. Да, выполнять всегда. Что у нас там по лимитам? Ну, вообще замечательно. То есть 10% за ближайшие 4 часа и 3% недельных лимитов. Все окей. Какой у нас проект на 99,8% из HTML состоит? Аж страшно смотреть даже. Так, идем сюда, смотрим, что здесь у нас. Debug, пауза перед... Да. Кликая Language в сайдбаре. Debug. Debug, пауза, видим страницу Languages. Да. Debug, пауза, видим список видео. Не понимаю, вот... Да, он после этого возвращается в главную категорию, именно поэтому я как раз и вижу, что список. Так, залогинивание осталось. Это хорошо, обнадеживает. Все возможно. Окей, что дальше? Он не зашел в YouTube студию, а пытался зайти. Ясно, проблема UTCP header перекрывает кнопку, перехватывает клик, простое решение сразу навигировать по URL.
Сейчас успешно был открыт браузер, но даже переход в YouTube Studio не произошел. То есть был открыт браузер, залогинивание там было сделано. Ну, это основное, что нам сложно было сделать. Вот, и сейчас это работает, то есть это хорошо. Но даже в YouTube Studio ты еще не перешел. Код не перешел туда. Да, вот сюда вот вставляем. Ну, это же песня, как удобно по сравнению с антигравити. Но антигравити нам сделал шажочек, который был нужен. Но я думаю, мы могли бы здесь вызвать Gemini как альтернативу и попытаться с ним здесь в терминале. Ну, в общем, да. Будем антигравити загружать, если у нас какие-то вопросы возникнут, что клауды не справляется, то тогда будем чем-то неудобным пользоваться. И, может быть, для автоматизации тестирования в браузере антигравити еще не показывал нам такую возможность, но я думаю, покажет. Пока что мы еще этого не видели. Этот вывод еще старый запуск с кликом, мои изменения на page go to еще не были применены в этом запуске, запуская заново с новым кодом. Ага, хорошо. Запускай. Да, нашел, да, кликнул. Ты правильно все настроил, и все срабатывает. Единственное, что если у нас всего одно видео, и ты в него уже заходил, нужно ли нам в него заходить? Ну получается, мы не изменили в нем аудио, и поэтому, потому что мы не применили к нему русский язык субтитров, то он у нас висит как невыполненный, и поэтому ты повторно в него заходишь, наверное. Да, это все правильная логика. Значит, код написан правильно. Что случилось? Зайди сейчас принудительно внутрь до уровня выбора языка и считай, что там на странице есть. То, как сейчас страница выглядит там внутри, там, где должен выбираться язык, так выглядит страница, когда уже язык выбран. То есть, что произошло? После того, как мы долго ничего не делали, Google сам проанализировал файл и выбрал русский язык как принудительный и применил уже субтитры к этому видео. Вот. И считает дом этой страницы и подумай, к чему можно привязаться, что изменилось на этой странице такого, к чему можно привязаться, что уже нажата кнопка «Сохранить» после выбора языка. Вот, и предложи мне. Название, и можешь там селектор написать. Так, это... Открываю YouTube Studio, только Private Video. Timeout. Так, до вставим сюда наше надиктованное. Пусть он пока думает. А мы, в нашу очередь,
внутри, когда мы находимся вот здесь, вот там, допустим, внутри какого-то видео и выбрали язык, то вот здесь вот Video Language Russian, если он скажет мне, что привязаться можно к вот этому элементу, то я ему скажу, что он молодец. Так, что это такое? Dump, Transcription, Py. Подключается к Chrome, открыть Translation и сохранить HTML. По-моему, он дублирует уже все, что необходимо сделать. По-моему, все файлы, в которые ты заходил, и все страницы, на которые ты заходил, они пишутся в dump файл уже у нас в скрипте. То есть не создавая новых файлов для того, чтобы выполнить какую-то одну задачу, попробуй уже использовать имеющиеся механизмы. Зайди, почитай Project Design и контракт со мной, MD-документ, и попробуй найди в файловой структуре, где пишется dump файлов. Если dump файлов пишется неправильно, то лучше измени то, как пишется dump файлов, чтобы там прочитать уже факт, а не создавать новый код для всего лишь одной страницы. Что мы ему сейчас не дали сделать? Он хотел просто для одной страницы создавать новый код, который именно заходит на одну страницу. Вместо этого у нас инфраструктурное решение было уже заложено, что на страницы, которые он заходит, он их сразу парсит и сохраняет вот сюда. Куда он их сохраняет? Page, edit page dump 2. Ну, то есть вот куда-то сюда он должен писать эти все штуки. И отсюда он пусть считывает, а не откуда-то еще. Хотя файлы достаточно большие, поэтому, может быть, ему тяжко здесь это все вычитывать. 9 тысяч строк. Ну, да. В принципе, тогда может быть то, что он писал, и есть смысл делать. Понял, используя уже существующий debug dump.py, нужно доработать его, добавить переход на translation и dump этой страницы. Заодно переведу на CDP, чтобы не конфликтовало с уже запущенным Chrome. Вот план изменения. Изменить. После дампа утверждаешь. Да, но табуляция. Ты знаешь, у меня есть подозрение, что файл весит 2 мегабайта из-за того, что постоянно в него что-то там апэндилось. Я думаю, что он должен перезаписываться, и если там есть 3 конкретные страницы, на которые ты заходишь, то это должно быть 3 отдельных файла по названию логичному, чтобы ты не тратил контекст и не читал весь дамп, там, где тебе это не нужно. То есть ты заходил по названию в дамп нужной страницы, который перезаписывается каждый раз, и читал только нужный файл. То есть давай экономить твои ресурсы, давай экономить мои ресурсы. То есть мы выявили, что дамп пишется как-то не так. И мы это сейчас попытаемся поменять. Это закрою, чтобы посмотреть, что там и как. Да, он действительно добавлял просто в конец, и поэтому у нас сумасшедший разросся этот файл, и, конечно, его невозможно использовать как действительно дамп, где можно все... Да. Где можно действительно все читать. А сейчас он будет просто перезаписывать этот файл, и все.
Единственное, я не понимаю, я бы хотел, чтобы было несколько дампов. То есть, может быть, это отдельная папка должна быть для дампов. Так, что он делает? Запустить Chrome, если не запущен, вернуть, ага, вот, сохранить page content в файле, перезаписать. Да, окей. Страница, transition первого видео. Давай дампы по каждой странице будут отдельно с индивидуальным названием и перезаписываться все верно. И давай мы их разместим в отдельную папку, чтобы они не валялись у нас в корне. Окей? Да, но вот так вот. Это же прелесть, что можно выбрать «да», но с какими-то правками. В антигравити я такое не нашел. Ага, ну супер. То есть он нам воплощает то, что мы попросили. Дампит 3 страницы, список видео, edit. Ну окей. Если их 3, то пусть 3. Да. Удалить старые дамп-файлы из корня проекта. Да. А чисто корень проекта теперь без мусора. Дампы будут в dumps при следующем запуске. Тестируем. Так, а где дампы? Ну, то есть создастся такая стертые файлы. Тут у нас как-то почище. Да, всегда запускаем. Проблем нету. Так, отфильтровал, зашел, отфильтровал. Или это он уже все наклацал и вернулся в обратное состояние? Он должен пройти 3 страницы с паузами 2 секунды. Жду результата. Он все сделал или все очень быстро, без пауз, и потом уже вернулся в список всех private videos, или он не дошел дальше фильтрации. Одно из двух. Что показывают логи? Ты же все логируешь. Что показывают логи? Так, на какой-то стадии все сломалось. Давай заново за... Окей. Там какая-то ссылка, я не знаю какая.
Google выписывал это все под, чтобы определять... Окей. Ссылки там, они на конце с edit. Готово, что было в логах. Запустили Chrome. 40 секунд ждал таблицу, не нашел. Таблица либо не загружалась, либо фильтр еще не применился. Все равно нашел 3 ссылки. Edit. На первая была мусорная. Edit profile. Transcription URL. Сформировался неправильно из мусорной ссылки. Теперь оба файла. Ну, то есть, получается, Gemini нам еще чуть-чуть начудил в проекте. Привязался к edit, но edit есть не только у ссылок файлов. Давай заново запустим. Так, запустил. Мы залогинены. Не зашел в YouTube студию. Просто открыт браузер. Ожидание измени с 40 секунд, измени на ожидание 5 секунд, потому что обычно все происходит там быстрее, чем за 1 секунду. Если за 5 секунд что-то не произошло, то значит выводи ошибку и анализируй логи. Вот так накидывать ему задачи в трей, это, конечно, милое дело, то есть нету такого ощущения, что вот дождался, вот оборвал, вот перешел, вот прокрутил. Ну, то есть там разработка в антигравити, я не знаю, раз в 5 дольше, по ощущениям. Еще и логику ссылок нам сломал. Ну, мы откатиться можем, конечно, но он хорошее сделал, наш Google. То есть он помог правильно, чисто, классно залогиниваться. Да, с 40 секунд меняем на 5 секунд. Готово. Теперь по результату дампа нашли надежный способ определить, что язык уже Russian, появляется только когда язык выставлен. Помните, я говорил, что видя language Russian, если он к этому подвяжется, то это будет идеально. Делать? Да. Don't to make this edit to main py. Язык не выставлен, нужно... проверяем, язык уже Russian. Да. Можно развернуть, если нам уже не надо следить здесь ни зачем. Тут закрываем на всякий случай. Готова логика. Теперь заходим на Translations, читаем H2 Default Language Title. Если там Russian, пропускаем, возвращаем True. Если нет, логируем, что нужно установить. Следующий шаг — реальный выбор языка. Да.
Он все классно нам сказал, но он, может быть, запускает какой-то headless процесс, который не виден нам, потому что он из третьей вложенности вкладки дал правильный текст, что мы сейчас здесь не видим. Запустил, жду. Ну, мы тоже ждем. Браузер успешно запустился, и длительное время ничего не происходит. То есть залогинен он, все хорошо, то есть залогинивание не слетает, оно остается, но даже в YouTube Studio переход не происходит. Ну и по идее он должен был ждать не больше 5 секунд. Мы вроде бы это где-то меняли там. Так, а где тут тайм-аут 15 секунд? А почему так долго висит окно? Открытым ничего не происходит и не выпадает ошибка спустя 5 секунд, что не получилось зайти в YouTube Studio. Непорядок. Скрипт на самом деле отработал успешно. Видно в логах проблема в другом. А навигация идет в фоновой вкладке. Пользователь видит браузер, но не ту вкладку. После обработки скрипта спит 5 минут, браузер висит тихо, это норма. А я находился в браузере. Новый браузер, который ты открыл, он был всего лишь один. И дополнительных вкладок в нем не было. То есть не было такого, что какая-то одна вкладка или какая-то вторая или какая-то третья, и просто надо было переключиться между ними. Нет, была всего лишь одна вкладка, и там ничего не происходило. То есть, может быть, это был какой-то headless режим, просто не показанный. И, ну, я не знаю, что-то такое. Это не вопрос вкладки. То есть здесь мы у него отменим то, что он предлагает, потому что, ну, это не то. Это неправильное предположение, то, что он озвучивает. Такого у нас нету. Посмотрю на тайминге. Старт. YouTube Studio открыт 3 секунды. Найдено 2 видео. Все. Обработано 5 секунд. Найдено 2 видео. Скрипт отработал 23 секунды. Пока ты смотрел на браузер, все уже сделано, но скрипт ушел в таймсплит. Именно поэтому ты видел открытый браузер и ничего не происходило. Это нормально. Он просто спит 5 минут до следующей проверки. Ты просто не застал визуально, все прошло слишком быстро. А тогда у меня вызывает очень большое сомнение логи, которые пишутся. Там
там нету двух видео, то есть если отчет о двух видео есть, то его не было. А если отчет о том, что эти вкладки открывались и там переходы осуществлялись там в течение 2 секунд или 3 секунд, то этого всего не было. То есть я был в браузере с самой первой секунды. Ну, можешь мне доверять, я заинтересованное лицо, чтобы все у нас получилось с тобой, поэтому я тебе даю точную, четкую обратную связь. Значит, логирование с дырами, оно дает некачественную обратную связь, не то, что фактически происходит. Добавь в логирование получение обратно URL, которые открыты в браузере, потому что пока мы это с тобой не сделаем, мы будем говорить прямо на разных языках. Понял, доверяю тебе, логи врут, возвращает управление, но фактически браузер мог быть в другом месте. Добавляю честный контроль. После каждого перехода читаем реальный page URL и список всех открытых вкладок. Да, окей. Теперь то же самое внутри set languages Russian. Логируем реальный URL до и после каждого goto. Yes. Так, я хочу посмотреть, где вообще у нас логи. Debug, dump. Где у нас пишутся логи? Ага, run log. Добавим его в отслеживание. Check shortcut PSI. Я думаю, тоже надо добавить. Run log. То есть вот что было. То, что видит робот, то, что он читает, и то, что он говорит, что у нас все уже готово здесь. Интервал проверки 5 минут. Запускаю браузер. Ждем, подключаюсь, открываю. Дебаг. Открыт. Ага, он сразу проходит, получается, по этой ссылке. Проверяю private video. Найдено private video 2. Новых необработанных 2. Но это уже идет явная ложь. Так, теперь каждый шаг логируется. Запустить, да. Да. Ну теперь уже другое дело. И здесь только одно видео. Да, он перешел куда надо. Languages, да. Кликнул, и здесь все правильно. Огонь. Почему он повторно входит в это же видео? Да, сейчас все сработало, и сейчас могу дать обратную связь. Получается, у нас не работает логирование, то есть ID-шка в виде имя файла, она не пишется в файл или не происходит считывание из этого файла, что в этой сессии это видео уже ты заходил и проверял внутри язык. Получается, что происходит? Запускается браузер, мы залогинены, переходишь сразу по ссылке там, где отфильтровано видео, там всего одно видео. Ты заходишь внутрь, ты успешно переходишь в
внутри видео нажимаешь Language, ты считываешь, что внутри есть Video Language Russian, все окей. Ты возвращаешься опять там, где все отфильтрованные видео, и там ты попадаешь на то же самое видео, которое уже заходил, и ты заходишь в него повторно, и заходишь повторно в Languages, и повторно считываешь, что видео Language Russian. То есть, получается, не работает проверка по имени видео. Вот так. Давайте логи. Ну, логи уже солиднее, подлиннее. Пропускаю. Он. Ага, вот, язык. Название видео. А где он первый раз ID-шку? Обрабатываю ID, ST. Да, тут он ID. Но одинаковый ID, что он как бы его не видит? Он же одинаковый. Так, что меняет? Так, title меняет на видео ID. Ну, на самом деле нет разницы. На самом деле, я думаю, что ошибка не в том, что как-то не так фиксируется ID-шка. ID-шка действительно одна и та же, то есть нет разницы. И имя одно и то же. Просто вот я сейчас смотрю на логи, и я могу сказать тебе так, что в логах имя фиксируется только во второй раз. То есть в первый раз не фиксируется название ролика, в который он входит. То есть ошибка именно в том, что первый клик как-то не срабатывает или что. Ну, то есть вот не в том логика, что не к тому привязываемся, а посмотри эти, как его, логи. Вот 16-я строка, 26-я и 33-я. Все это один и тот же файл. То есть подумай, как это все увязать вместе, чтобы оно работало. То есть то, что ты меняешь, это не поможет. То есть мы не против, чтобы он поменял, то есть, но разницы нету. Он не читал свежие логи. Да, почитай. Ты что? Это же полезно, интересно. Вижу проблему четко. Одно видео дает две ссылки. Edit. Строка 18 это продолжительность видео, текст на видео. И вторая субтитры робот-парсер это реальное название. Find Private Video сцепляет обе ссылки с одной строкой таблицы на превью и на заголовок. Нужно дедублировать по видео ID
Оставляя запись с более длинным title, реальное название всегда длиннее, чем... Да, это нормальная логика. Мне нравится. Готово. Теперь для каждого видео ID берем запись с самым длинным title. Да, пробуем. Заходит, фильтрует правильно, тыкает внутрь. Так, заходит languages, считывает, что уже все окей, и возвращается домой, там, где отфильтровано. Все сработало. Все хорошо. Ты молодец. Обнови Project Design и последнюю сессию, что ты сделал, запиши в вспомнить все. Ну, чтобы просто вот эта вот последняя сессия, summary какое-то себе напиши о том, что ты делал, что не получалось, какие сложности возникли. Это ты пишешь сам для себя, для того, чтобы потом в будущем вспомнить в новой сессии, на чем мы завершили. Поэтому это не как для людей долго, а коротко так для себя, экономненько. Так, хорошо. Он ждет следующей проверки через 5 минут. Ну хорошо, у нас есть видео, которое мы можем попытаться загрузить ему, чтобы посмотреть, насколько хорошо работает скрипт. Так, я сейчас в другой вкладке выбираю файл. Ну, вот установка антигравити, как какой-то такой вот маленький файлик. Просто загрузим. Загрузим его в папку черновик. Наклацаем дальше, дальше, дальше. Будет private. И вот загружается там буквально. Скоро он загрузится. Ну или закроем его. Вот грузится наш файлик, 44%. Закроем полностью все. Что это он тут так стер так жестко? Вспомнить все. Да, вспомнить все, пусть все тут исправляет. Дай мне, пожалуйста, текст коммита. Прочитай последний коммит, который был, и что изменилось. Дополни в проект дизайн по правилам того, как этот документ составляется, и составь текст коммита. Мы тут ему сразу 3 задачи коротко в одной задаче накидали. Он уже сам меняет. Какой он умничка.
помнит наши договоренности. Да, прочитай последний гид. Да, только по изменившимся файлам составь. Что так, что не так. Он уже обновил, просто он дошел до моего сообщения. Так, есть, что он добавил после моего замечания, чем отличалось. То есть он обновил просто структуру, а я попросил посмотреть правила, которые там занимают первые 100 строк. И тогда текст коммита изменился. То есть он туда добавил еще дополнительные вещи. Так, посмотрим, что тут. Браузер профайл — это личные данные, поэтому я их не загружаю в наш публичный проект. Остальное все, да. Коммитим. Пушим. Заливаем. И что у нас получается? Запусти скрипт. У нас уже новый файл там появился, поэтому я смотрю, как оно отработает. Не открывается файл, не открывается. Запустил, жду результата. Я тоже. Лог переписывается, а что, он заново продолжает писаться? Лог надо, чтобы append... нет, это стерто и перезаписано. Интервал, запуск браузера, ждем запуска Chrome, подключаюсь, открываю вкладок. Но он ничего не открыл. Он ничего не открыл. Логи пишутся с ошибкой, то есть они пропускают дальше. У них нету никакой системы обратной связи. То есть если A, B, C, D, E, то он просто выполнил и написал в лог о том, что он выполнил. То есть где у нас встроена система обратной связи, которая берет какую-то полученную информацию из браузера и записывает в логи. Давай внедрим именно вот так вот, потому что сейчас просто открылся браузер, ничего там не происходило, и все. А логи там написали кучу выполненной работы. Это ошибка. Я следил за работой. Так, мы пока зайдем просто сюда и зайдем в наши файлы. И вот у нас еще дополнительный появился. Здесь languages. Уже
определился и подписался из-за того, что маленький файл, но тестировать на... А можно как-то отменить? Ладно, нельзя. Тут нету двух файлов, а там должно быть два файла, которые соответствуют критериям. Делай связку, чтобы полученные элементы с страницы, если это действие было как-то выполнено, чтобы была какая-то обратная связь, чтобы скрипт забирал что-то с страницы, а если он не смог забрать ничего со страницы, то значит, чтобы он падал с ошибкой, либо ждал, пока элемент появится, ну, допустим, 5 секунд ждал, пока элемент появится, и если не появляется, если он не может забрать со страницы честный ответ, то надо писать, что вот не получилось. Потому что я так понимаю, что сейчас логи, которые написаны, они написаны, по-моему, из дампа. По-моему, они берутся вообще из дампа, а не из реальной страницы браузера. Потому что все уже там поменялось в реальном времени. Я загрузил новые файлы, а лог пишет еще о... Он успешно перезаписался, но информация не соответствует действительности. То есть он вроде бы нас услышал, что-то пишет, но... Ну вот, да, вот это уже лучше. Try, accept, return. Вот это уже приятно смотреть. А то какие-то детские если то, если то. Также код не пишется. Как бы нам с тобой вписать в наш договор с тобой, в наш с тобой контракт, вот чтобы код, который у нас создается, чтобы он создавался... Нет, давай это запишем лучше в проект дизайна. И в проект дизайне мы напишем, что все функции, которые запускаются, они, если имеют возможность получить какую-то информацию обратную с конечного источника, то они должны пробовать ее получить. И что они должны писаться по правилу try, accept, да, там return, и чтобы писались логи. Вот это вот дополни, пожалуйста, в проект дизайна, что вот такая у нас логика. Там же у нас еще написано, что функции должны быть подписаны на русском языке, да. Вот коммиты на русском языке там тоже. Вот это вот сделай, пожалуйста.
Так, табуляция, Ctrl-V, да, но еще и вот так. Так, мы видим действительно два видео. Первое проверяет, второе проверяет. И да, действительно, он проверяет так быстро, что мы не успеваем за этим уследить, но он проделал эту работу, то есть я это видел. Хорошо. Я думаю, просто оставляем эту вкладку открытой и посмотрим, сработает ли она через 5 минут. Стандарты кода, docstring и комиты. Docstring после def, на русском кратко одна строка, первая строка файл. Первая строка, настрочный путь к корню. Так, комиты на русском. Обратная связь с браузером. Любая функция взаимодействия с браузером обязана читать дом, не просто выполнять go-to-click, почитать реальные элементы со страницы как подтверждение, ждать элемент явно, wait for selector, timeout, не wait for load state, логировать прочтенное log дом, что прочитали значение URL, падать с ошибкой, если элемент не появится, не молчать, писать в логе и возвращать false. Шаблон try, accept, return. Да. Хорошо. Составь, пожалуйста, текст коммита. Кстати, все сработало хорошо, все загрузилось, правильно прошла ссылка по первому, по первому видео и по второму, и проклацала там язык. Смотрит список измененных файлов за этот коммит. Я смотрю, есть ли какие-то, которые нужно добавить в отслеживание, вроде бы их нету. Ну и выбираем только те, которые изменились. Заходим в него. Fit. Честная обратная связь с дом. Дедупликация видео CDP на правильной вкладке. Окей. Хорошо. Заходим сюда. Как его вставить, чтобы он не вставлял лишние строки? Paste and as plain text. Но все равно не срабатывает. То есть как-то он служебные символы вставляет туда. Ну что, маленькая победа. Поздравляю. То есть мы залогинились через YouTube и смогли сделать какую-то простую автоматизацию, а теперь, так как это уже работает, то мы можем делать более сложную автоматизацию, там как обработку субтитров, формирование поста и автоматизировать вот такие вот моменты, там создание обложки, потому что, самое сложное это было вот сделать вот эту обвязку, чтобы оно все сработало, остальное уже на эту основу нанизывать сильно проще. Поздравляю вас, желаю финансового благополучия. Пусть у вас получаются проекты единороги, миллиардники в долларах.